Приветствую вас на своем канале, и сегодня мы поговорим о том, как можно зарабатывать в интернете. Я расскажу вам о 3 способах заработка. Я понимаю, что многие из вас задаются вопросами, где можно зарабатывать, сколько я могу зарабатывать, за какое время. И отвечая на этот вопрос, мне самому пришлось пройти ряд испытаний, ряд проверок, и я готов поделиться с вами этой информацией. Первый и самый распространенный вариант заработка в интернете – это работа по партнерской программе с Google AdSense. Я думаю, что ни для кого не секрет, что если у вас есть свой YouTube-канал, вы стремитесь поскорее набрать эти самые 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Я расскажу, как это можно сделать в кратчайшие сроки, для того, чтобы можно было монетизировать свой канал. И если бы я знал эту информацию раньше, то монетизацию, конечно, получил тоже намного раньше. Ну и, соответственно, есть ряд хитростей, которые нам с вами будут позволять получать за сутки намного больше долларов, рублей, нежели чем сейчас вот вы видите в сентябре статистика, в октябре и так далее. Ну и были, конечно, пиковые ситуации, когда мне удавалось в сутки зарабатывать и 6, например, долларов и так далее. В совокупности сейчас эта цифра у нас $661. Я думаю, что вам тоже будет интересно следить за моим основным каналом, поэтому прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк и включайте уведомления. Так как же нам с вами сделать так, чтобы мы зашли на YouTube, мы создали свой канал и уже в кратчайшие сроки начали получать какие-то дивиденды? Все очень просто. Вам необходимо составить краткий план. То есть вы, например, в сутки должны выпускать 4 ролика, пускай они будут по 2 минуты. И вот такая вот интенсивная работа позволит вам набрать часы просмотров. И я уверен, что если ваши видеоролики сумеют завируситься в сети, а такое тоже бывает довольно-таки часто, и у меня такое случалось, то помимо часов просмотров вы также сможете и набрать подписчиков, потому что подписчики тоже уникальные люди, которые даже не понимая, что о чем вы говорите в видеоролике, ведутся на это и подписываются. Особенно, конечно, хорошо работает данная подписка, если, например, под роликом много комментариев, много лайков, человек понимает, что видеоролик, значит, популярный, им интересуется, давай-ка я тоже подпишусь, возможно, продолжу следить. Что происходит далее? Далее вы начинаете свою работу, у вас уже есть какие-то подписчики, у вас есть определенное количество часов просмотров, начинается интеграция видеороликов, и вы, соответственно, начинаете зарабатывать первые деньги. Ну а для того, чтобы их вывести, об этом я запишу обязательно еще видеоролик, вам необходимо будет связать ваш аккаунт и аккаунт Google AdSense. В Google AdSense вы укажете свои реквизиты, на которые будут поступать средства. И, казалось бы, например, я заработал $661 за целый год, но на самом деле мой доход был немножечко побольше, потому что сам Google AdSense автору оставляет 50%, а себе забирает 45%. И мы сейчас тоже можем спокойно с вами прочитать, что мой доход был на самом деле 1200 с копейкой, нежели чем $661. Также вы должны понимать, что на количество коммерческих просмотров в каждой стране разное. То есть, например, Россия в математике приносит $1, например, Казахстан чуть меньше, Украина еще меньше. Вот. Ну а самые такие страны — это Германия, Соединенные Штаты Америки и Великобритания приносят практически раз в 10, в 7 больше. И поэтому, например, те же самые 7000 коммерческих просмотров в Великобритании будут приравнены, наверное, к тем просмотрам, которые мне принесли Армения, например, или Азербайджан. Поэтому здесь, выбирая развитие своего канала, ту тематику, в которой вы хотите развиваться, конечно, учтите тот фактор, что, например, работать только по рынку России, по рынку СНГ будет непросто. И нужно, конечно, пытаться ориентироваться на все страны, которые у нас только имеются. У меня, видите, здесь перечень очень большой: и Объединенные Арабские Эмираты, и Индонезия, и Финляндия. Вот. И чем хорош канал, например, со ставками на спорт или со спортивной аналитикой, потому что здесь, например, вы можете обсуждать матч какой-нибудь Азии, вы можете обсуждать матч российской премьер-лиги, вы можете разговаривать об английском футболе, и, соответственно, вы имеете больше шансов привлечь именно аудиторию с этой страны, которая в перспективе вам и будет приносить эти самые доходы. Немаловажную роль также играют и источники трафика, и если вы правильно оптимизируете свой канал, правильно оптимизируете ролики, то в поисковых запросах, вот как вы видите, поиск на YouTube, например, у меня 1 265 000 просмотров. И вот если вы правильно все оптимизировали, то, соответственно, ваши видеоролики
будут находиться либо на первом месте, либо на втором, возможно, они будут находиться в десятке, и клиенты, которые заходят просмотреть, получить какую-то информацию, они будут как раз-таки натыкаться и на вас. Дальше, ну и, конечно, рекомендуемые — это те видеоролики, которые попадают даже тем зрителям, которые не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к машинам. То есть они, например, их интересуют цветы, животные, и случайно в рекомендованные попадаетесь вы. И, соответственно, такие зрители все равно заходят и смотрят, а что же там у него такого интересного. И, соответственно, в совокупности вы получаете еще большее количество просмотров. Конечно, здесь также должна вестись работа и на конечных заставках, и на плейлистах, но об этом, конечно, нужно говорить более детально, подробно уже, наверное, в следующих роликах, поэтому рекомендую вам подписываться на канал и писать в комментариях, будет ли вам данная тематика интересна. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Конечно, мы можем с вами создавать много роликов, как я сказал, в день, например, вы можете записывать 4 ролика, работать так на протяжении 2 месяцев и уже получить монетизацию. Но здесь, конечно, будут ролики, которые могут выстрелить, и, например, один ролик вам может принести и $18, он может принести и 180, и $1 миллион, а будут, например, ролики, те, которые будут приносить вообще сущие копейки. Я даже здесь не буду показывать те ролики, которые приносят в общем там 0,01 цент. Вот, то есть таких роликов будет много, их будет большая часть, поэтому вам нужно будет свыкнуться лишь только с тем, что из 20 роликов может выстрелить только один, и то под большим вопросом. Конечно, качество рекламы, которая будет показываться в ваших видеороликах, зависит от возраста зрителя. Так как у меня канал связан со ставками на спорт, спортивной аналитикой, то большая часть — это возраст от 18 до 34 лет. Это возраст, как вы понимаете, платежеспособный. И в моих видеороликах, например, могут размещать рекламу, которая будет связана с приобретением какого-либо товара или какой-либо услуги. И если, например, мы с вами берем какой-то детский контент, то там, конечно, стоимость рекламы будет намного меньше, потому что все-таки дети вряд ли что-то смогут приобретать, и качество рекламы и стоимость за 1000 коммерческих просмотров будет намного ниже, неважно, это Америка или, например, Россия. К монетизации, кстати, также можно отнести и доходы от YouTube Premium, это доход от транзакций. Доход от транзакций — это спонсорство, которое может быть доступно на канале, если у вас подключена монетизация. Вы видите, что спонсорство только одно лишь мне принесло практически $80. Ну и, конечно, когда мы с вами проводим прямые трансляции, у нас есть возможность подключить супер стикеры, у нас есть возможность использовать суперчат, и вот как раз таки это второй вид заработка в интернете на своем YouTube-канале, это проведение прямых трансляций. Вы знаете, наверное, что есть много суперстримеров, те, которые играют в какую-то игрушку, те, которые выходят и общаются с народом, из-за этого им прилетают какие-то донаты. Бывают донаты, конечно, наверное, 12 моих зарплат, то есть моя годовая зарплата у них бывает порой за один стрим. Ну и есть, конечно, более приземленные варианты, когда люди не работают нигде, занимаются только своим YouTube-каналом, проводят стримы, и им также, например, подписчики переводят за сутки и по 2000 рублей, и по 10 тысяч рублей. То есть здесь все зависит от того, какой у вас контент, как мы уже сказали, какая у вас аудитория, платежеспособная она или нет, и чем может быть ваш контент полезен другим. Соответственно, мой контент может быть полезен тем, я делюсь своим мнением, я пытаюсь подойти с аналитической точки зрения, расставить все точки над «и», ну и, соответственно, если кому-то эта информация полезна, у меня, например, могут появиться также те же самые спонсоры, и спонсорство, оно позволяет удерживать определенную планку, то есть есть разные у нас виды спонсорства. Если мы берем мой канал, то здесь есть как и минимальные, например, такие как верный подписчик, чат-комната, 1 экспресс, вы видите, суммы разнятся от 25 рублей до 1800. Ну и вот у многих каналов бывает спонсоров около 100, около 50, и это в дальнейшем позволяет тебе постоянно держать определенную планку твоего дохода канала за месяц. То есть, видите, на графике донаты могут тоже приносить свои какие-то дивиденды. Например, в прошлом году, в сентябре,
донат был 207 рублей, потом в следующем месяце вообще ничего не получил, потому что стримы, скорее всего, не проводил. Дальше мне удалось 280 рублей получить, потом у меня и вовсе в декабре донат был 2317 рублей. И вот вы видите, что уже в январе, феврале я работаю над стримами, я провожу их каждый день, и в январе у меня донат был 2577 рублей, в феврале был 3750, и вот вы видите, справа тоже есть те, кто подписывается, и есть те, кто отправляет определенные суммы. Вот таким вот образом спокойно можно себе надонатить не только там на жизнь, но если вы хотите улучшить свой компьютер, если вы хотите улучшить качество записи, хотите, чтобы у вас снимало аж 10 камер, был классный звук, вы можете вот таким вот образом воздействовать на своих подписчиков, на тех, кто присоединяется, и я уверен, что если вы будете делать грамотные вещи, рассказывать что-то полезное, то вам обязательно люди пойдут также навстречу и будут производить донаты. И вот в совокупности за целый год, если мы будем складывать все суммы, то получим, что я заработал даже более чем 10-12 тысяч рублей. Это все можно, конечно же, сплюсовать с теми доходами, которые у меня получились за год монетизации. Рекомендую вам также подписаться на канал, потому что уверен, что вы тоже заинтересованы в том, чтобы начать зарабатывать прямо сейчас, а для того, чтобы зарабатывать, вы должны учиться, вы должны перенимать тот опыт, который имею я, который имеют те ютуберы, которые этим занимаются уже давно, и, конечно, в комментариях можете оставлять все ваши пожелания, вы можете также поделиться своим опытом, рассказывать, сколько у вас подписчиков, с какими проблемами вы сталкивались, ну и всем удачи!